Овны мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 15 по 21 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, любой таро прогноз общий характер информационный носит, но я искренне надеюсь, что вы переложите изображение карт на свою ситуацию, продумаете, может быть, что-то на пару шагов вперед, допустите какой-то альтернативный вариант развития событий. Одним словом, подсказки для вас будут. Но вот смотрите, так у нас выглядит паж жезлов. Обратите внимание, когти точит, вот как будто вам, может быть, придется, где-то отстаивать свое мнение. Или просто карта говорит, вот то, что вы хотите осуществить. И где-то вы будете уже и готовы, может быть, ринуться в бой, но надо себя остановить. Вот эти самые когти лучше поточить, вот какой-то жезл, да, ну, наверное, не время импульсу. Все нужно сохранять. Вот, посмотрите, у нас выпадает четверка пентаклей, я ее называю карта жадины. И у нас котик очень милый, расположен на такой подстилочке, а под ней как бы тумба такая, да, там все его сокровища. Придавил буквально собой, все охраняет, все сторожит. Но, видимо, для вас это будет очень важна такая позиция, точно, потому что выпадает старший аркан колеса фортуны. И неизвестно, как разовьется событие. Что-то вы наперед не сможете просчитать. Вам придется включить интуицию, мои дорогие овны, быть немножко в других энергиях. Вот где-то как и себя сдерживать, хотя, видимо, порой будет казаться, что обстановка совершенно ясна. Но пока еще не время действовать, понимаете? Все пока сохраняем. Хотя по колесу фортуны как раз может быть сложится такая ситуация, и придется вам куда-то отправиться. Или действовать, исходя из тех событий, которые не вы, мои дорогие, инициируете, а которые инициирует пространство, время, ну, назовите высшие силы, судьба. То есть вот откликаться на то, что приходит к вам извне как будто. Видимо, для вас, может быть, для кого-то это важно услышать. Давайте теперь я сама достану карты. И традиционно мы задаем первый вопрос. Что важно знать на неделю с 15 по 21? 21 у нас Плутон переходит в знак зодиака Водолей. Из Козерога уходит. Итак, что важно знать? Или чему вы будете уделять больше времени, внимания? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, как видят карты, или что вам может помешать, а что вам будет помогать? Достанем такую карту. Что скрыто, чему вы не придаете значения или кто-то скрывает. И посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, энергетику, энергия финансов на неделе и личная жизнь. Итак, что важно знать? Да прекрасно, императрица. Карта власти, карта благополучия. Это что важно знать? Тут действительно нужно сохранять свои позиции. Я понимаю, у каждого из вас своя какая-то жизненная ситуация. Может быть, эта неделя будет просто для вас, когда дела дома, дела семьи, дела, связанные с вашими детьми или родственниками, далекими родственниками. Но все же эта карта власти, повторюсь, и власти доброй. И правда, здесь главное, чтобы не было конфронтации. И самое важное, удерживать свои позиции. Как и вот в первую очередь власть, когда вы можете влиять на людей, на события. Но влияние это мягкое, незаметное. Здесь императрица, она взаимодействует разными путями. Главное, чтобы та цель или намерение, которое она хочет осуществить, главное, чтобы ее благополучие, вот это на первом месте, это все осталось неизменно. Поэтому вот где-то так мудро, неспешно, неторопливо. И вот я себя сохраняю. Такой девиз, как будто, мои дорогие овны, следует взять на всю неделю. Неожиданности. Шикарно. Посмотрите как. Это у нас получается четверка жезлов. Я называю эту карту «Праздник после победы». Очень интересно прорисовано. Тут действительно праздник. Знаете, по этой карте, когда кто-то из вас, особенно если у вас свой бизнес, у вас что-то может получиться хорошо. Ну, буквально, какая-то прибыль.
или какие-то соглашения, договоренности, есть какой-то прогресс, и, может быть, это те вопросы, которые вы уже сумели прежде закрыть, решить. И здесь приходит уже, знаете как, ну вот самоудовлетворение от проделанной работы, или когда вы себя похвалите за то, что вовремя сделали какие-то шаги. У кого-то подобное может проиграться в плане ваших амбиций, честолюбивых планов, построения карьеры. Почему я говорю об этом? Потому что, посмотрите, праздник после победы. И всегда в картах несколько персонажей. В этой карте тоже не исключение. И как будто это тот успех, который вы можете разделить с друзьями. Или есть те люди, единомышленники, которые способны за вас порадоваться. Может быть, это ваша семья, может быть, это ваши близкие или друзья, или правда это какой-то коллектив, это бизнес или работа, когда, правда, вы чего-то добиваетесь в неожиданностях, радости, победа, праздник, ну, какие-то хорошие события, позитивная неделя. Чему сейчас не время? Ну, вот насколько противоречивые карты, да, выпадают. Если нам сказали, чему нужно уделять внимание, карта императрицы, в неожиданностях радость. Чему сейчас не время? Паш мечей. Он просто сидит и наблюдает. По пажу мечей это, знаете, не место и не время доказывать что-то свое. Приводить какие-то аргументы даже вот этому тоже не время. Я бы сказала, не время вообще какую-то конфронтацию строить или обострять с кем-то отношения. И даже если по этой карте она хорошо проигрывается в плюс, в том случае, если мы ищем какую-то конкретную информацию, это может быть связано с юридическими вопросами или что есть по факту, ну, по любому делу. И если вы чувствуете, знаете, что вам говорят одно, а по факту это что-то другое, все-таки карта нам выпадает в позиции, чему сейчас не время, значит, храните тайну. Значит, не афишируйте, даже если вы узнаете, когда, ну, вдруг, бывает такое, тайное становится явным. Я думаю, это не у всех проиграется, но даже если у кого-то это действительно состоится, как будто не время, значит, объявлять о том, что вы теперь знаете, как обстоят дела на самом деле. Что будет помогать? Ведь это не у нас мы не только спросили, чему сейчас не время, или что может помешать. Вот, видимо, может помешать как какая-то излишняя откровенность, или когда даже у вас словно козыри в руках есть, и вы их выложите кому-то. Ну вот, видимо, не время. Храните молчание. А что будет помогать? Ну, вообще шикарно. Вот так изображена карта силы. И здесь у нас собака и кошка. И собака подчиняется кошке. Все как положено. Лемниската и энергетика у карты силы, как у карты мага. Больше манипуляций быть серым кардиналом, конкретно говорит карта. Что помогает, когда вы сохраняете сильные позиции? Очень сильная позиция с учетом, что вам выпала первая карта императрицы, мои дорогие. Но не время, правда, как и конфронтации, не время раскрывать секреты, не время раскрывать свои планы, не время говорить, что «а я вот знаю, как дела обстоят на самом деле». Вот сохраняйте сильные позиции от начала до конца. Давайте откроем. А что скрыть там, мне интересно. А вы еще что-то можете не видеть. Вообще шикарная очень карта. Это карта звезда. Посмотрите, как выглядит. И карта звезда это у нас всегда выбор направления лет на 10, на 20. Значит, какой-то вопрос может встать на повестку недели, и он может каким-то образом быть продолжен. Может быть, это какой-то проект на долгий период времени. Может быть, это какой-то человек вдруг новый появляется в вашей жизни, или это связано с работой, или какими-то делами. Вполне вероятно, кстати. И с учетом пажа мечей, может быть тот человек, который вас даже раздражает, мои дорогие. С учетом того, что скрыто выпадает карта звезда, я могу предположить, даже если этот человек имеет какой-то сложный характер, вас судьба может с ним еще не раз столкнуть. И поэтому устраивать какие-то дебаты может быть и не время, потому что обострять вот именно отношения. С другой стороны, карта нам говорит,
как будто ты пока вообще не видишь, как будут развиваться, это понятно, события на какой-то продолжительный период времени, и что-то не получится просчитать. Просто помни, что мы, поскольку не должны себе навредить, то нам будет где-то сложно сориентироваться, что впоследствии нам пригодится. А вот строить планы максимум, вот это очень хорошо. Для кого-то из вас это может быть как подсказка, ты пока не видишь, что тебе придется собраться в дорогу и поехать через какой-то период времени. Это не на этой неделе, это потом, в последующем. Но значит какая-то информация, которая придет на этой именно неделе с 15 по 21, должна быть, ну, как-то так переосмыслена особенно. Нет мелочей, скорее всего, на этой неделе, и для вас будет важно что-то подмечать. Значит, все равно каким-то образом, как вот этот багаж этой недели, тех вопросов, которые вы будете заниматься или решать, обсуждать, они вам пригодятся на долгий период времени. Вот пока мы не знаем, что будет дальше. Поэтому и говорят, сохраняй свои позиции. Или, может быть, это ваш проект какой-то, мои дорогие. Может быть, это проект по какой-то творческий или по вашему ремеслу, по вашему хобби. Вот приумножаем, улучшаем и идем дальше, как будто прицеливайтесь, может быть, правда, на 10-20 лет, и я сказала 21 числа, Плутон переходит из Козерога в знак Водолея. И здесь, правда, игра по новым правилам. По сути, мы начинаем только прочувствовать вот эту эпоху Водолея с ее переменами, с ее турбуленцией какой-то. Это откроет, вот для вас, мои дорогие умные, это открывает вообще какие-то перспективы, потому что Плутон Водолея – это свобода, но это временами та свобода, которая рвется импульсом наружу. Поэтому для вас важно дважды, трижды, наверное, сохранять как сильную позицию свои возможности, и чтобы в вашей жизни был праздник. Дела, работа, бизнес. Очень хочется что-то осуществить. Так выглядит 15-й старший аркан, дьявол. И есть, видимо, соблазн. Для кого-то из вас проиграется просто получение денег. Может быть такое. Банально, с учетом тем более таких великолепных карт, которые вам выпали. Но для кого-то из вас вопросы любви и страсти. И у нас тоже карта императрица. И поэтому, знаете, когда выпадает старший 15-й аркан, с одной стороны, он для нас проигрывается со знаком плюс и говорит нам о том, что физическая сила, форма, она будет как раз на высоте. Нам как будто хватит и душевных, и где-то физических сил осуществить какой-то проект. То есть можно взять какой-то реванш, но не нужно. Поэтому, наверное, свой импульс вам, правда, придется где-то гасить, если таковой появляется. И те карты, которые нам выпали до нашего расклада, они ведь, в принципе, говорили о том же самом. Вот, видимо, дважды для вас эта позиция важна. И не поддаться на уговоры каких-то непонятных людей, не согласиться на какую-то двойственную ситуацию, не подвергнуть себя риску, мои дорогие, в любых случаях, в любых каких-то, ну, может быть, житейских и простых ситуациях. Вам придется, ну вот, наверное, знаете, на эту неделю заручиться своим собственным терпением или сказать себе, на этой неделе для меня мелочей нет. Я собой не рискую, я все сохраняю. Все-таки 15-й аркан – серьезная карта. Деньги. И тут, правда, деньги-то вот могут быть. И судя по императрице, по остальным картам, деньги есть. У кого-то, правда, может так статься, что вам придется куда-то засобираться и начать планировать какую-то поездку. Или для кого-то из вас все-таки тройка жезлов – это у нас всегда как карта прогресса, новых начинаний. Это не значит, обратите внимание, наша кошка сидит и смотрит. Она никуда не бежит, не торопится. Но 3 жезла стоят, значит, вы что-то задумали. Но приступать к делу еще пока не время. Может быть, это какой-то ваш проект, или каким образом я буду зарабатывать деньги, или какие-то предложения, новости приходят. Не торопитесь действовать, мои дорогие, потому что деньги есть, но как будто эта неделя, она больше посвящена последующим неделям, месяцам и даже годам.
И значит, чего-то не упустить или сохранить свои позиции. Вот для вас будет очень важно. Могут, кстати, по тройке жезлов прийти какие-то предложения, сообщения. Может быть, как раз для того, чтобы финансовый вопрос решить, вам придется куда-то поехать или совершить поездку. Но ни одна карта нам не говорит, что это вы делаете на этой неделе. Поэтому я могу предположить, и нам говорят, что может быть в последующем, да, когда мы с вами что скрыто открыли карту и выпала звезда, у кого-то это и далекая поездка, что-то вы будете планировать. Поэтому не торопитесь. Для вас важно, если таковая поездка имеется, или вдруг, какие-то новости приходят, что действительно нужно отправиться и где-то там на местах решать свои финансовые вопросы. Значит, тоже все продумывать нужно до мелочей. Не подвергать, повторяюсь, себя риску, даже какому-то малейшему. Личная жизнь. Умеренность. Вот во всем, наверное, тут умеренность у вас на эту неделю. Совершенно не ваши энергии, но посмотрите, у вас выпадает сколько старших арканов. Тут как будто либо ты куда-то поспешишь, Овен, и наломаешь дров, либо ты останешься более чем счастлив и доволен, если будешь вот эту гармонию в душе соблюдать, баланс какой-то душевный. Ну и, наверное, импульса, как я уже сказала, не должно быть. И неторопливость в делах, она тоже присутствует. Пусть вам выпал старший аркан умеренности на личную жизнь, но личная жизнь не только про любовь. И у кого-то именно амбициозные планы. Это тоже ваша своего рода личная жизнь. Это то, что вы хотите для самого себя, самой себя осуществить. По сути, это формирование нашего качества жизни. И здесь точно спешка не нужна. Удивительный у вас расклад, мои дорогие овны. Очень продуктивная неделя, хотя и несколько, для вас иное амплуа. Может быть, это связано как раз с тем самым Плутоном, когда не торопиться, может быть, даже на последующие 10-20 лет. Для вас будет очень важным. И слушать свою интуицию. Рядом с арканом звезда у нас карта сила. Сохранять свою силу, не расходовать ее на пустяки или на то дело, которое будет как будто неправильно, мои дорогие, по 15-му аркану, из которого, если мы поторопимся, ведь по 15-му аркану импульс, может быть, или желание очень сильное, но все же себя, так хладнокровно, рационально остановить и обдумать, видимо, вам придется. И знаете, я могу предположить не только на эту неделю, с 15 по 21, возможно, до конца где-то января, потому что много старших арканов. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие.